Мистер Ганс онлайн. Я вернулся, и с новыми силами я продолжаю рубрику. Каждый обзор. Ну а героем сегодняшнего видео станет Персефона. Начнем с огненной. Она является балансером, и оба ее скилла вешают по 2 сапа. Первый на одну цель с 80% шансом на один ход, второй на всю команду с 100% шансом на 2 хода. Из нее получится неплохой сапер, но скорее не для арены, а для локаций, башен и прочих подземелий. Но все же прокачивать ее стоит, хоть стихия огня и является не сильно защищенной стихией. Что касается Персефона огня после Тринкет Супер Эволюции. Тут уже дела обстоят получше, ведь статы становятся выше, и благодаря суперскиллу на дебаф резиста с шансом в 20% на 2 хода, она становится самодостаточным астромоном и в каком-то смысле саппортом. После Тсевы она уже играет абсолютно по-новому. Камни и сеты камней я буду советовать именно для Тсевы Персефоны. Поскольку это ее окончательная версия, для нее подойдут гемы на Def, Def, HP, либо HP, HP, Def. Экспериментировать не нужно. Резист и крит резист должны быть на хорошем уровне, иначе атакеры и саппорты водной стихии быстро с ней расправятся. Сеты гемов в идеале нужен пигулист, но также подойдут Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Маги, Хиллер и Бастион. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Резист, Антихил, Сифон, Full Buff Breaker, Самад Хил и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Посоветовать могу сделать большой акцент на защиту. Следующая Персефона воды. Она является балансером, и первый ее скилл восстанавливает хп всей команде на 10% от своих максимальных хп. Второй скилл вешает окаменение на всю вражескую команду с 80% шансом на один ход. Хотя она и балансер, прирост хп у нее хороший, и поставив правильный набор камней, отхил для команды будет достаточным. Использовать ее можно где угодно. Она очень хороший саппорт, и получить ее можно даже в башне героев, а полезности она приносит очень много. Ну а после Тсевы она становится еще и агрессором по хп, при хп ниже 50%. Атакующий саппорт, так сказать. Ставить на нее нужно гемы на 3 хп. Однозначно никаких дефов не нужно. Это и будет важной задачей, чтобы в топ-статах получить больше 5000 дефа. Также нужен резист и крит резист. Остальные статы вам не нужны. Из сетов гемов есть пара вариантов. Life, Protection, Healer, Indomitability и Longevity. Таким образом вы получите очень сильно защищенного саппорта. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Резист, Full Buff Breaker, Самад Хил и Антихил. Рекомендую ее также для арен, в атакующих и защитных командах, с лидерским скиллом на HP, Def или Крит Резист. Точно не пожалеете, прокачав ее. Далее поговорим о Персефоне травы. Она является балансером, и первый ее скилл вешает 2 сапа на одну цель с 100% шансом на один ход. Второй скилл снижает атаку всей вражеской команде с 100% шансом на 2 хода. Тут тоже все несложно. Делать ее нужно в полусаппорта сапера. Хоть она и не подойдет для арены, для локаций башен и прочих подземелий она незаменима. Ей можно хорошо разогнать защиту и использовать как антистихию, которая будет еще и мешаться. После Тсевы она заимеет дебаф резиста с шансом в 25% на 2 хода. На нее подойдут гемы на HP, HP Def, либо Def, Def, HP. Сеты гемов на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Бастион, Пигулист и Маги. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Резист, Самад Хил, Сифон, Full Buff Breaker и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Среди всех сестер, наверное, стихию травы стоит делать в последнюю очередь, так как она не особо выделяется на их фоне. Да и похвастаться скиллами или характеристиками для арены она тоже не может. Для ПВЕ хороший астромон, но на этом, к сожалению, все. Теперь поговорим о Персефоне Света. Она является защитником, и ее первый скилл восстанавливает ману всей команде с 100% шансом на 20%. Второй скилл вешает шок на всю вражескую команду с 60% шансом на 2 хода. Так как она имеет повышенный стат защиты, ее можно смело делать в полутанка саппорта. Она отлично подойдет как для арены, так и для локаций, башен и подземелий. А после Тсевы она получает скилл, который снимает с нее все дебафы с 25% шансом, когда ее атакуют. На нее подойдут гемы на HP, HP Def, либо Def, Def, HP. Не забывайте про резист и крит резист. Ей они очень важны.
Сеты гемов на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Маги, Healer, Бастион и, конечно, лучше всего Пигулист. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Resist, Самад Heal, Full Buff Breaker, Сифон, Антихил и восстановление маны всей команде при нанесении урона. На арене для дев-команды, особенно светлых астромонов, она незаменима. Также и в атаке она является одним из самых страшных саппортов, которые творят кучу грязи. Плюс к этому ее еще и очень сложно убить, потому что защитные характеристики у нее на высоком уровне. Да и не секрет, что светлые моны очень хороши в защите. В светлой пачке агрессоров или танков Персифона Света устроит врагам апокалипсис. Однозначно советую к прокачке. Ну и последняя Персифона Тьмы. Она является атакером, и первый ее скилл восстанавливает себе ману с 100% шансом на 30%. Второй скилл является хищником на 50%. Поистине Астромона можно назвать убийцей команд. Не стоит также забывать про лидерский скилл на увеличение крит-шанса на 20-25%. Обычно ее ставят пятым Астромоном в дев-команду. Данная сестра имеет колоссальный урон, и тут врагам не всегда поможет крит-резист и высокий дев. Она обычно быстро набирает ману для фантазма, и если у вас нет сифонера, ваши нервы будут трепетать. А после Тсевы ее еще нужно умудриться убить, потому что она получает скилл на бессмертие, который срабатывает на 4 хода, если ее хп опускаются ниже 35%. Механика довольно простая. Добить ее под андайнгом нельзя, как и все ваши станы и дебафы тоже уйдут, если ее хп опустится до 1. У нее срабатывает моментальное очищение, и вы получаете заряженный фантазм, который, если не снесет всю вашу команду, то половины вы лишитесь точно. Поэтому идти против Персифоны Тьмы без сифонера равно самоубийству. Для нее подойдут гемы на крит-шанс, атаку, крит-дамаг, или 2 атаки и крит-дамаг. Все зависит от показателя крит-шанса. Сеты гемов подойдут на Сифон, Лич, Армор, Руин, Интуишн и Бастион. Из скиллов Супер Вознесения подойдут Самад Хил, щит от атаки, Full Buff Breaker, Сифон, увеличение атаки при нанесении урона и повышенный урон по целям с низкими показателями защиты. Как я уже сказал, использовать ее на арене в дев-команде можно пятым защитным Астромоном. А в атаке вам неплохо будет взять отвлекающего танка, чтобы у нее было больше шансов для атаки. Касаемо защиты, сильно не разгоняйтесь. Долго жить у нее все равно не получится. Но оно ей и не нужно. Главное ее преимущество – это огромный урон. Даже Индра Тьмы не сможет нанести столько урона. Рекомендации я вам дал, думаю, излишне говорить о ее полезности. Подводя итоги по Астромону Персифона, однозначно советую воду, свет и тьму. Остальные 2 сестры – это ваш выбор. Они не рассчитаны для арены, скорее для локаций и подземелий. Ну и на этом я заканчиваю разбор Астромона Персифона. Пишите, кого хотите следующего. Сейчас разгар лета, и я всем советую отдохнуть и набраться сил, съездить на море или выбраться на природу с близкими. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Мистер Ганс. Всем удачи, всем пока.